привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор фурнитуры из интернет-магазина N-Bits. Магазин с широким ассортиментом, не только фурнитуры, и многое другое можно выбрать для себя. Доставка платная и зависит от веса посылочки. Сайт русифицирован, можно сделать перевод на русский язык и все почитать. Так как у меня большая посылочка, я разбила ее на несколько частей, и сегодня покажу шапочки для бусин, какие я выбрала. Давайте начнем вот с этих шапочек. Интересные, даже очень. Каждый товар упакован вот в такие пакетики. И написано, сколько штук. 50 штук идет в позиции. Написано, что шапочки 13 миллиметров. И я возьму бусинку 18 миллиметров и посмотрим, как она выглядит на бусинке. Ну вот для больших бусин это то, что нужно. Простые, лаконичные, бронзовые такие шапочки. Я их выбрала именно для того, чтобы ставить с такими плоскими бусинками. И с кокосовыми можно, наверное. Посмотрите, как будет интересно, если поставить с плоскими бусинками. Например. Такие простые обычные шапочки, но крупные. Для крупных бусин. Я такие давно хотела и нашла. Следующие шапочки, тоже 50 штук идет. Очень интересные. Сейчас посмотрим, как они. Так, бусину я возьму 12 миллиметров. Нет, это 14 миллиметров бусинка. Очень красиво смотрится. Посмотрите, тут листики. Красиво смотрятся, да? Возьму поменьше бусинку. Тоже хорошо, тоже неплохо. Вот такие красивые шапочки. Я таких не видела. Именно таких. Вот такие шапочки я видела на Алиэкспресс, но не в бронзе. По-моему, или даже я выписывала, они мне не пришли. Такие шапочки, я помню хорошо. Шапочки 12 миллиметров. Тоже 50 штук идет в комплекте. Сейчас я надену на бусинку. Бусинка, давайте посмотрим, 14, по-моему, миллиметров, да. И посмотрите, как здорово они смотрятся. Вот такой рисунок. Тоже интересные. Также, я думаю, можно и с плоскими бусинками их поставить. Вот такую композицию сделать. Тоже неплохо. Так, дальше следующие шапочки. Тут уже цветочки идут рисунком. 50 штук в комплекте. 12 миллиметров. Сейчас померяем. Да, 12 миллиметров шапочка. Здесь как цветочек выглядит. И давайте на бусинку 12 миллиметров посмотрим, как они будут смотреться. Ну, неплохо тоже, я думаю. Если бусинку взять и побольше, тоже будет неплохо. Бусинка у меня 18 миллиметров. Это крупная бусина. Но это не для маленьких бусин. Здесь уже они как тарелочки смотрятся. Для крупных бусин. Ну, я думаю, такие бусинки можно пришить где-нибудь в вышивке. Будут красиво смотреться. Также можно и с плоскими бусинками их проставлять.
Тоже красиво смотрятся. Вот такие красивые шапочки. Это шапочки уже идут золото античное. 100 штук идет в комплекте. Я поняла, что у меня такой фурнитуры мало в таком цвете. И теперь я потихоньку собираю такую фурнитуру. Посмотрите, какие красивые. Такие бронзовые я уже видела на сайте Алиэкспресс, но не покупала. Вот сейчас померим на бусинку. Они довольно-таки толстенькие, эти шапочки. Но красиво смотрятся. Цвет сразу оживляет бусины, да? Вот такие красивые. Возьму бусинку побольше. Ну вот здесь уже по-другому совсем смотрится бусинка. Да, это для маленьких бусин. Эти шапочки. Как раз 12 миллиметров, я думаю, неплохо смотрится. Если взять бусинку поменьше, померяю, сколько эта бусинка у меня. 10 миллиметров. Вот и давайте посмотрим, как эти шапочки будут смотреться на такой бусине. Тоже неплохо смотрится на 10 миллиметров. Это хорошо уже. Можно и 12, и 10 миллиметров спокойно ставить. И вот такие шапочки, тоже в таком цвете античном, золоте, очень красивые. Тоже 100 штук идут в комплекте, но красивые. Здесь прям рисунок шикарный, цветочки. Посмотрите, какие шапочки цветочками. Сейчас я возьму бусинку. Написано, что это 11 миллиметров шапочки. Бусина у меня 14 миллиметров. Посмотрите, как здорово они смотрятся на бусинке 14 миллиметров. Так, и, наверное, возьмем бусинку поменьше. Ну, тоже можно, тоже, да. Тоже неплохо смотрятся. 12 миллиметров бусинка. Ну, красивые какие бусинки. То есть шапочки. Вот такие красивые шапочки. Все ссылки я оставлю под видео на этот товар именно. Ну и на магазин тоже оставлю ссылку. Заходите, посмотрите. Очень большой ассортимент и интересный. И сейчас покажу, что я получила с сайта Алиэкспресс. Интересные бусинки. Вот такие бусины белого цвета. Написано, что это тридактна у продавца. Это моллюск. Я уже не первый раз их покупаю. У меня мало осталось, поэтому я заказала все почти размеры. 12 миллиметров, 10, 8 и 6. Не помню, были 4 миллиметра? Наверное, были. В украшениях они смотрятся очень здорово, эти бусинки. Тем более белый цвет можно сочетать с любым другим цветом. А эти бусины 14 миллиметров. Случайно нашла такой размер бусин. Думала, будут они подходить друг к другу, но нет. Совсем разные. Разные бусинки. Здесь написано, что это из фарфора, нефрита. Не знаю, что это за камень, но они очень тяжелые. Ну и, конечно, были размеры разные. От 14, по-моему, до 4 миллиметров. Ну, теперь вот придется мне покупать такие бусинки других размеров. Очень понравились они мне. Каждая бусинка со своим рисунком внутри. Посмотрите, не видно, да? Жаль, что не видно на белом цвете. Очень красивые бусинки.
И к ним я покупала кулончик. Вот такое сердечко в золотой оправе. И хорошо это сердечко подошло вот к этим именно бусинкам. Наверное, камень один и тот же. Придется вот покупать теперь бусины другого размера. Я думаю, что здесь, если ставить сердечко, оно маленькое по размеру. Нужны бусины поменьше. Такое сердечко я уже покупала в другом цвете и не раз делала украшения. Украшения у меня не осталось. Размер сердечко 35 на 25 миллиметров. Ну и цвета были разные камней. Какой вам нужен, можно подобрать к любым бусинам. Очень понравилось. Теперь будет у меня белое украшение. Вот такие интересные, красивые бусины в белом цвете. Понравились мне вот эти бусинки. Очень даже. Вот такие зеленые бусинки. Я уже говорила вам, что я заказала. Вот пришли 2 миллиметра и 3 миллиметра. Я выбрала такие размеры, так как я показывала слониковым. И посмотрите, как хорошо подошел цвет. Сделаю вот такое маленькое украшение утонченное. К этому украшению я покупала вот такие бабочки. Можно даже вместо слоника прикрепить вот такую бабочку, если кто-то прикупил себе такие подвески. Я поставила колечки на бейлик. Взяла вот такие швензы без петельки. И вот так можно надевать на швензу и носить такие бабочки. Очень красиво смотрится. Я уже испробовала, испытала. Вот такая красота. Теперь у меня будет такой небольшой, скромный комплект. Бусинки 2 и 3 миллиметра. Ну и цветов, конечно, было большой выбор. Сорок 45 расцветок камней было. Можно выбрать на любой вкус. Так, следующие бусинки. Это вот такие. Очень красивые. Тоже не первый раз я покупаю такие. Это стеклянные бусины. 2 на 4 миллиметра бусинка. Это не стеклярус. Здесь отверстие идет прям посередине. И очень хорошо, что у него края у этих бусин сглаженные, ровненькие. Можно даже вышивать такими бусинками, и нитка не порежется. Я ставлю такие бусины в украшения. Такой яркий синий цвет и под золото. Посмотрите, интересный цвет какой. По-моему, 18 оттенков цветов можно подобрать для себя любой. И сейчас я покажу украшения. Вот эти бусинки, посмотрите, как они смотрятся здорово. Я проставила через бисер. И вот так в украшении они выглядят. Например, вот кулончик у меня здесь натуральные бусинки. Тоже я покупаю эти бусинки не первый раз. И посмотрите, как можно сделать вот такой маленький чокер. И вот они, эти бусинки каменные, синего цвета. Тоже не раз такие бусины уже покупаю. Нравится мне в этих оттенках. Это каменные бусины, как написано у продавца. 2 на 4 миллиметра. И ниточка 38 сантиметров. Цветов тоже большой выбор. И в других цветах я тоже покупала. Очень выгодно смотрятся эти бусинки. Совмещала с другими камнями, как промежуточные. Очень красиво выглядят. И можно, конечно, и вышивку где-то пришить. Они не идеально ровные. Есть неровности. Они с гранями бусинки. Но смотрятся все равно, посмотрите, как здорово в украшении. И еще покажу маленькие бусины, 4 миллиметра. У меня они закончились.
Но они мне очень понравились, и в украшениях смотрятся эти бусины очень красиво. Цвет мультиколор. Написано, что это гематит. Они тяжелые достаточно такие. И размеры были таких бусин до 10 миллиметров. Вот такие красивые. Я думаю, вышивки где-то в кулоне пришить. Посмотрите, какие здесь цвета. Я делала украшения с совой. Ну и нет у меня этого украшения. Я бы показала, как смотрятся красиво в изделии эти бусины. Цветов было тоже, по-моему, 9 вариантов можно выбрать. Я не раз покупала эти бусины и в других цветах тоже. Красивые. И вот такие же бусины, только в другом цвете. Я выбрала в двух размерах. Посмотрите, какой цвет красивый. 4 миллиметра и 3 миллиметра. Цвет с медным оттенком таким. Очень красивые. Посмотрите, какой цвет красивый. 4 миллиметра 100 штук в комплекте идет. Ну а здесь 3 миллиметра 200 штук. Такой цвет красивый. Ну и размеры, по-моему, были до 10 миллиметров бусинки. Еще хочу показать вам колечко. Получила я вот такое колечко из гематита. Выбрала размер 19, так как хотела кольцо давно носить на вот большом пальце. Ну, неплохое колечко. Смотрится здорово. Вдруг вам приглянется такое колечко. Ну, я тут же уже придумала варианты, что можно с ним сделать. Можно как разделительное кольцо прикрепить и в кулон где-нибудь прикрепить. Например, берем серьги вот такие. Можно подвесить кольцо, носить как подвеску. У меня 19 сантиметров размер. Можно и от 16 выбрать поменьше. И были с рисунком кольца. Еще хочу вам показать вот такие воронки я получила, так как давно искала маленького именно размера. Возьму, покажу вам поближе. Диаметр 3 сантиметра и высота 4 сантиметра. Так как что-то перелить из пузырька в пузырек, я часто сталкивалась, что-то у меня проливается, я свои воронки делала из подручных материалов. Ну и нашла на сайте Алиэкспресс. Теперь спокойно можно ставить любой пузыречек с тонким таким отверстием и перелить что угодно. 10 штук идет в комплекте и стоит совсем копейки. Я такая довольная, что у меня теперь есть такие воронки. Может быть, вам и пригодится такой вариант воронки тоже. Вот такой у меня сегодня был обзор фурнитуры с сайта Алиэкспресс. На все это я оставлю ссылки под видео. Заходите, смотрите, выбирайте. И жду комментариев. Напишите, понравился вам магазин N-Beats. Посмотрите, мне интересно ваше мнение. Что вам понравилось, напишите мне. Ну а я с вами не прощаюсь. Желаю всем мирного неба над головой. И все будет хорошо. До скорых встреч!